Мы боимся друг друга. Она откусит. Не, они боятся, уходят. Всем салам, постоянным зрителям и тем, кто попал на этот канал впервые. На нашем канале мы знакомимся с Узбекистаном, помогаем переезжающим сюда, даем полезные инструкции по оформлению нужных местных документов и оказываем всяческую консультативную поддержку. Ну и тем, кто хочет посетить республику в туристических целях, наш канал даст много полезной и интересной информации. Сегодня мы рассмотрим 6 «если». 6, возможно, неприемлемых для вас факторов, особенностей менталитета, привычек местных жителей. Возможно, по этим факторам республика может вам не подойти для ПМЖ, а может даже будет некомфортно и для туризма. Вы на канале «Едем жить в Узбекистан». Итак, если вы задумываетесь о переезде в другую страну, то по каким-то критериям Узбекистан вам может не подойти. Рассмотрим эти критерии. Первое. Узбекистан не для вас, если вы не переносите жару. Летом в июне и июле здесь чиля, так называемый летний зной. Температура в тени примерно 40 градусов. На солнце примерно под 50, если не 60. Такой жарой можно пугать приезжих, рассказывая, что под тобой плавится асфальт, что при выходе из прохладного помещения тебе выжигает легкие при первом же вдохе. Но все это утрированные страшилки. На моем личном опыте, а я здесь прожил уже одно жаркое лето и проживаю второе, отвечу, что жара в 40-45 градусов здесь из-за сухого климата ощущается как 30 в центре Питера. Но необходимо соблюдать несложные правила. Брать с собой воду, чтобы если не попить, то хотя бы сполоснуть лицо или голову, охладившись. Не находиться более 1 часа на улице, периодически заходить в прохладные помещения. Дома не стесняться пользоваться кондиционером, а если же у вас в квартире его нет, то не открывать окна днем. Совет с окнами для россиян звучит странно, ведь мы привыкли пускать в дом свежий воздух, проветривая его. Но здесь такое проветривание, наоборот, выдует прохладный воздух из квартиры и надует жарким. Аналогия очень проста. Представьте, что вы находитесь зимой у себя дома, и вам холодно. Вы же не будете открывать окна для того, чтобы запустить в квартиру еще более холодный воздух с улицы. Так и здесь, если вам жарко, не стоит открывать окна, чтобы запустить еще более жаркий воздух с улицы. Внимательнее нужно быть сердечником. Для них такая жара может быть опасна. Поэтому, если вы не переносите жару, то Узбекистан в летний период не для вас. Тем же, кто к жаре относится не столь категорично, я рекомендую приезжать в Узбекистан весной или осенью, когда здесь в плане климата земной рай. И при мягкой акклиматизации вы легко подготовитесь к чиле и спокойно ее переживете, получив удовольствие от теплого климата. Второе. Узбекистан не для вас, если вы не привыкли торговаться. Здесь можно и нужно торговаться не только на базарах, но и даже в обычных магазинах. Зачастую, чтобы купить себе, например, кроссовки, приходится поторговаться. Причем это активно приветствуется. Представьте, что вы работаете продавцом много лет. Вам становится скучно просто продавать товар. Нужно общение, торг, актерская игра. Здесь так принято, и местные любят много общаться, поэтому, когда вы заходите в магазин, продавец зачастую специально существенно завышает цену, видя, что вы приезжий или турист. Или он на вас неплохо подзаработает, или же получит положительные эмоции в процессе торговли и общения с вами. А если процесс будет очень увлекателен, то товар можно вообще умудриться купить дешевле его изначально закупочной стоимости. Обратите внимание, что большинство магазинов не имеет ценников. Кстати, однажды я наблюдал интересный случай торговли в крупном магазине бытовой техники «Медиапарке», где у товара фиксированный ценник. Местный житель начал торговаться с консультантом. Благо, в начале диалог был на русском языке, и мне было интересно, чем все это закончится. Консультант объяснял покупателю, что здесь не базар, и есть фиксированные ценники. Через некоторое время к проблеме подключился менеджер, тоже местный. Покупатель объяснил, что он имеет право торговаться, так как живет в Ташкенте, и хочет купить товар, но считает цену немного завышенной. В итоге начался процесс торговли между покупателем и менеджером, но уже на узбекском языке. Тем не менее, увлекательность этого процесса заинтересовала уже не только меня, но еще несколько покупателей. В итоге товар был продан со скидкой 8%. Я вообще не люблю и не умею торговаться, поэтому по данному пункту испытываю большой дискомфорт здесь. Стараюсь ходить только в те магазины, где есть ценники. Так что если вы не любите торговаться, то, как и я, будете иногда жить с ощущением, что вас в очередной раз нахлобучили при продаже вам какого-то товара. Третье. Узбекистан не для вас, если вы лютый интроверт. Основной принцип жизни в республике построен на постоянном общении между людьми. Здесь просто исключена возможность какого-либо взаимодействия без участия людей. Тут просто нет такого сервиса, где вы бы могли что-то заказать или получить какую-либо услугу без участия человека со стороны исполнителя. Как минимум придется общаться с курьером, который в 90% случаев не понимает, где вы живете,
и, как обычно, придется его идти, встречать на улицу, общаться с ним. Сложно что-то найти в интернете. В интернете почти ничего нет. Он тут мертвый. Я уже говорил в своих предыдущих видео, что все в Телеграме, либо же просто нужно звонить по телефону и что-то уточнять. График работы, наличие свободных мест и так далее. Если вы куда-то пошли впервые и не знаете местности, то от навигатора большой пользы ожидать не стоит. Придется спросить у местных. Они подскажут точно. Иногда навигатор может вообще не знать что-то или даже выдать фальшивые результаты в другой части города. Приходится опять же звонить и уточнять, где находится нужная вам точка. Если вы что-то покупаете в небольшом магазине, будьте готовы к тому, что вам предстоит небольшой диалог с продавцом. Он просто обязан вам рассказать кусочек своей биографии, который, как он считает, вы просто обязаны узнать и, естественно, что-то захочет узнать в ответ, задавая вопрос, на который не ответить будет невежливо или некрасиво. Здесь вообще принято посвящать сторонних людей в свои биографические истории. Для примера, почитайте комментарии под любым из моих видео, оставленные местными. Там много биографических историй, оставленных зачем-то для зрителей. Меня это не тревожит, наоборот, немного умиляет. Но не привыкшему к такому приезжему или туристу это может показаться очень странным. На самом деле, в таком открытом общении есть плюс. Ты как бы ближе знакомишься с человеком, он перестает быть обезличенным продавцом или курьером, становится как-то более уютно. Обстановка вокруг становится более дружелюбной. С продавцами в маленьких магазинах так это вообще большой плюс. Можно узнать полезные новости, он может что-то посоветовать в покупках, что-то подсказать. Когда мы жили в Чиланзаре, местные продавцы в продуктовых магазинах хорошо знали Ирину и частенько сообщали нам различную полезную информацию. В общем, если вы интроверт, не хотите лишнего общения, внимания к вам со стороны незнакомых людей, не хотите оказываться в таких ситуациях, где без развернутого диалога вопрос не решить, то Узбекистан явно не для вас. Четвертое. Узбекистан не для вас, если вы привыкли к четкому порядку во всем. К швейцарской точности, к немецкой педантичности, к английской пунктуальности. Это Азия, здесь южный менталитет. Что-то делается спустя рукава, где-то что-то не доводится до конца. Что-то может быть сделано с опозданием. Это, конечно, такое очень грубое обобщение. Каких-то конкретных примеров я приводить не буду. Просто нужно понимать, что не стоит ожидать от окружающих точного исполнения их обещаний, и тем более исполнения обещаний в указанный ими срок. Здесь есть слово «хоп», обозначающее, что да, хорошо это сделаю. Но многие релоканты со временем замечают, что если они услышали от местного «хоп», можно быть скорее уверенным, что обещанное выполнено не будет. Есть даже шутка, что «хоп» – это аббревиатура «хорошо, обязательно подведу». Я опять же не говорю, что это так поголовно здесь. Просто есть отдельные случаи, которые ярко запоминаются, влияя на ощущения в целом. Поэтому, чтобы здесь было проще жить, нужно одеть те же южные очки и смотреть на мир через них, чтобы быть на одной волне с местным населением. Но в своем бизнесе или при общении с приезжими или местным русским населением нужно придерживаться порядка и быть обязательным, ибо эта часть населения старается держать марку и сервис на уровне. Опять же, я не пытаюсь загнать всех под одну гребенку. Везде есть разные люди, и это нужно учитывать. Но все же здесь народ в средней массе более расслабленный, и темп жизни более размеренный, нежели тот, к которому мы привыкли. Сейчас на полминутки отвлечемся от темы. Эта информация будет полезна тем, кто задумался о переезде или уже переехал. Наверное, каждый из наших зрителей сталкивался с вопросом перевозки вещей и отправки посылок между Россией, Узбекистаном и Белоруссией. Немногие знают, что есть недорогая организация, берущая в 5 раз дешевле того же СДЭКа. К тому же забирающая посылки лично у вас в руки на квартире и передающая в руки на адресе получателя. Старшая организация Равшанбек. Работают они через телеграм-группу. Его контакты и ссылку на группу я оставлю в описании под видео. Если сомневаетесь в качестве его сервиса, вы можете лично спросить у любого из его клиентов, выбрав его в чате по отзывам. Кстати, также они могут брать попутчиков за умеренную плату. Есть услуга перегона автомобиля, а также денежные переводы между странами. Узбекистан не для вас, если вы привыкли к аккуратному, уважительному вождению и порядку на дорогах. Это здесь вообще больная тема, которую мы обсуждали неоднократно в наших видео. Водители не уважают в первую очередь себя же, когда так ездят, постоянно сигналят, перестраиваются без поворотников, не пропускают пешеходов. Статистика сбитых людей, что вне пешеходных переходов, что на них одинаково. Тут нужно добавить, что пешеходы перебегают дорогу где попало, так как им не уступают на переходах и по сути все равно где тебя собьют. Одно тянет другое. Полнейшее отсутствие уважения самих же себя и окружающих. Пренебрежение собственной жизнью и жизнью своих детей. Если вам принципиален порядок на дорогах, то здесь его нет. Причем со стороны государства все сделано для того, чтобы было удобно всем жителям и автомобилистам. Есть светофоры, дорожные знаки, разметка, регулировщики. Я бы отметил состояние дорожного покрытия как близкое к отличному. Но большинство водителей на дорогах заставляют их же самих не уважать. Думаю, как вы заметили, меня это очень сильно беспокоит.
но приходится как-то жить и надеяться, что ситуация будет улучшаться. Шестое. Узбекистан не для вас, если вы негативно относитесь к мусульманам. Да, вот. Встань напротив и хуярка. Шестое. Узбекистан не для вас, если вы негативно относитесь к мусульманам. Да, естественно, сам устрой государства здесь светский, и в Ташкенте это особенно заметно. Столица в своем развитии сильно шагнула вперед и представляет из себя скорее европейский город, населенный людьми азиатской внешности. Да, и европейских лиц здесь тоже очень много. Вообще Узбекистан и его столица очень многонациональны. Так исторически сложилось. В Ташкенте есть православный храм, католический костел и даже несколько синагог. Здесь нет деления по вероисповеданию, расе, национальности и так далее. Но преобладающее большинство населения исповедует ислам. И если вам это не подходит, то стоит задуматься. Кстати, в новых узбекских паспортах, ID-картах не ставится такая отметка, как национальность. К любому проявлению национализма здесь относятся очень остро. Поэтому подумайте, стоит ли вам сюда ехать, если вы к какой-то группе людей можете относиться негативно только из-за их веры, расы или национальности. С таким настроем здесь прижиться явно не получится. Да и вы будете постоянно страдать. Вот, пожалуй, и все «если», на которых стоит обратить внимание. Какие-то факторы для вас могут быть очень критичны, какие-то менее. Я, например, уживаюсь с двумя такими «если». Это ситуация на дорогах, и вес этого пункта я бы оценил как существенный. И торговля при совершении покупок. Этот пункт я бы оценил как несущественный, так как много магазинов, где есть фиксированные ценники. Есть даже целый рынок, на котором указана стоимость товара. А многие «если» так наоборот меня здесь привлекают. Это, например, сами мусульмане. Они достаточно порядочные за счет веры, не воруют и не пьют. Общительность и приветливость мне тоже нравится. Да и теплый климат гораздо комфортнее северных холодов. На этом на сегодня все. Обязательно ставьте лайки, чтобы это видео рекомендовалось большому количеству зрителей. Ставьте лайки, ребята, что такое. И увидимся через 2 недели. А если вдруг не подписаны на наш канал, то, несомненно, самое время на него подписаться. Обязательно подписывайтесь. Почему так мало подписок? Нажав на вот эту круглую фотографию.